Я с удовольствием выступаю только перед министром образования, потому что самое политическое наше направление, гуманитарное, все остальные министерства экономические, технические, ну, может быть, немножко Министерство культуры, но оно все-таки уже. Вот и посмотрите, господин министр, кто вас слушает. Это необразованные люди не сидят в зале. Они не получили нормального образования. Им наплевать на образование и на страну. Сейчас они своим бизнесом занимаются, любовницами, квартирами. Ключевой момент ведь. И вот сейчас на манеже история России. Еще там много депутатов. Кто из них был? 10 человек, не больше. Все 450 там должны были побывать. А и история не интересует. Все бесплатно. Здесь высокая зарплата, манеж рядом. Поэтому главная цель образования, это все-таки, чтобы люди знали, во власть идете. Вы должны сверкать. Им нечем сверкать. Им стыдно перед вами сидеть. Они вспоминают двойки и тройки, которые получали в вузах. Не надо за всех говорить неправду. Вы видели их аттестаты? Вот давайте покажем аттестаты всех депутатов Государственной Думы. Покажите аттестаты. Покажите все выписки из зачетной ведомости. У меня красный диплом, а у вас у кого красный диплом? Все, да, мы проверим еще. Не то, что у вас не красный, он еще и фальшивый будет. Это все надо проверить. Не мешайте выступать. Не мешайте выступать. Да, я говорю то, что есть. Огромное количество фальшивых дипломов. Огромное количество. Огромное количество двоечников. Огромное количество поступили за взятку в школу, в вуз. Я говорю о стране. Вы что на себя принимаете-то? Посидите, Единая Россия. Посидите. Из-за этого же проблема, понимаете? Что сидят люди необразованные на всех ключевых постах. Это что, политическая элита у нас в стране? Посмотрите, кто управлял царской Россией, советской Россией. За их плечами было столько знаний, столько переподготовки. Это были умы, это были министры, которых уважали. Это были руководители территорий. А сейчас это люди, которые даже не хотят слушать министра своего. Личные доказательства. Отличник, ты сядь, ты посиди, послушай. Значит, нам какие конкретные вопросы? Конечно, вот смотрите, светятся экраны у многих. Впустую. Их нет, а светятся. И глаза себе слепят. А если был бы человек грамотный, он бы не включал вообще. Чем он здесь светится, вот экран? Вот перед мной стоит и светится здесь. Значит, убрать ЕГЭ и отчислять студентов после 1, 2, 3 курса. Надоело ЕГЭ, его не исправить. И никакие вступительные экзамены. Вот. Отменить ЕГЭ и, значит, отменить изучение иностранных языков. Не надо мучить людей. Полностью отменить. Факультатив. Хочешь – учи. Запретить навязывать гражданам России изучение местных языков. Это на что мы тратим силы? Сперва ваш приказ. Не подчиняться, тогда указ президента. Если не подчиняться, убирать таких глав субъектов, которые заставляют население республики изучать местный язык. Через 100 километров он кончается. Зачем его учить? Мировые языки есть, еще можно. И то не заставлять, а только факультативно. Факультативно. Это я говорю человек, который изучал 4 языка. Не нужно этого сегодня. Все в интернете переведено на русский язык. Нагрузку снизить очень тяжело нашим детям. И нагрузка чрезмерная, мы их делаем больными. Зачем умные, но больные дети? Лучше пускай немножко дурачки, но здоровые, мы их потом жизнь научим. Не надо. Вот. Побольше интернатов. Вот армия сворачивается, казармы, готовый интернат, столовая есть, плац есть, они стоят разрушенные. Больше учителей мужчин. Единственная в мире страна, где 90% учителя женщины. Прекрасные учителя. Но население состоит и из женщин, и мужчин. И особенно нужно в детстве воспитание и со стороны женщины, и со стороны мужчины. Мы единственное. Во всех странах мира 90% учителя мужчины. Они что, дураки там у себя, что ли? Чем мы такая одна страна? Я знаю почему, не хватает мужчин. Но принимать их без экзаменов, педагогические вузы, какие-то фонды, поддержка, зарплата. Иначе нам трудно бороться с преступностью. И, конечно, чтобы они знали подлинную историю. Они ее не знают, эту подлинную историю. Поэтому они не выходят на Майдан. Поэтому они в зале не сидят. Поэтому они празднуют очередную годовщину очередного государственного переворота. Представляете, что происходит? Праздник, когда в стране совершен государственный переворот. Праздник, открываем дорогу криминалу.
Это что? Степень образования – это дикость, что люди празднуют насилие, празднуют количество жертв. В этом плане мы должны воспитать другое.